Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Ребята, как у вас дела? Надеюсь, все хорошо и все прекрасно. Итак, сегодня я хочу поговорить о концепции идентичности. Что это такое? Реально ли это на самом деле или нет? Идентичность, как многие могли бы сказать, отражает то, кто мы есть. И одним из важнейших аспектов идентичности является самовосприятие. То, как мы видим себя, играет важную роль в формировании нашей идентичности. И на это самовосприятие влияют такие факторы, как пол, раса, национальность и религия. Эти элементы способствуют формированию нашей идентичности, давая нам чувство принадлежности и позволяя нам идентифицировать себя с определенными группами или сообществами. И люди верят, что идентичность важна, потому что она формирует наш менталитет. И, конечно, менталитет напрямую влияет на наше поведение и процесс принятия решений. Итак, по сути, я хочу сказать, есть элементы, которые формируют нашу идентичность. И наша идентичность диктует наше поведение и процесс принятия решения. Но здесь нам нужно задать себе очень важный вопрос. Выбрали ли мы те элементы, которые сделали нас теми, кто мы есть? Я говорю о поле, расе, национальности, языке и религии. Ответ, конечно, нет. Мы не выбрали ни один из них. Например, я египтянин, араб, мусульманин, говорящий по-арабски. Я мог бы быть китаянкой, буддистской, говорящей по-китайски, если я родился в Китае. Или я мог бы быть славянкой, русской девочкой, православной, христианкой, если я бы родился здесь, в России. И вы могли бы быть мусульманом из Саудовской Аравии, который говорил по-арабски, если вы родился в Саудовской Аравии. Вы понимаете, о чем я? Наша идентичность не является продуктом нашего выбора. Это означает, что наш менталитет также не является продуктом нашего выбора. Это значит, что мы не должны слишком гордиться своим менталитетом и тем, как мы мыслим. И мы не должны осуждать других за то, что у них другой менталитет, и они думают по-другому. Просто потому что мы могли бы быть на месте друг друга. Роли можно было бы легко поменять местами. Но действительно ли мы думаем по-другому? Или это миф? Это заблуждение, что люди из разных культур думают по-разному? И я думаю, да. Я думаю, что это неправильное представление. Я думаю, что люди просто кажутся разными друг другу, и они не знают, как это объяснить. И поэтому они предполагают, что у них разный менталитет, и что они думают по-разному. Но на самом деле это не так. Я думаю, что это эволюционная функция. Например, животные, особенно добыча, как и мы изначально не хищники, мы добыча. Эти животные эволюционировали, чтобы быть осторожными и даже бояться других животных, которые не выглядят или не звучат, как они, потому что они могут быть хищниками. Поэтому я считаю, на самом деле, что это первая причина современного расизма. Например, когда человек видит иностранца, который не похож на его внешне или по голосу, его первое впечатление – быть осторожным. И, это может быть понятно. Да. Но раса и язык – это не те элементы, которые так сильно влияют на менталитет. Самым важным фактором является религия. Потому что религия также оказывает самое большое влияние на культуру. Таким образом, мы можем заключить, что элементом идентичности, который влияет на различия в менталитете, является религия, а не язык или раса.
Но так ли это на самом деле? Потому что любой, кто читает в разных религиях, и не только в своей собственной, сразу приходит к выводу, что все религии похожи, и проповедуют один и те же вещи. Поэтому, когда мы наблюдаем различия в поведении между людьми из разных религий, это не так, потому что у них разные религии. Это просто потому, что один человек на самом деле практикует то, что велит ему делать его религия, а другой человек этого не делает. Поведение отличается в зависимости от степени приверженности человека религии, а не из-за разницы религии. И поэтому, если вы согласны со мной по всем этим пунктам, которые я сказал, это означает, что ваша идентичность не настоящая, она не особенная для вас, вы не выбрали ее, и она могла бы быть другой, и она не решает, как вы себя ведете. Это просто значит, что мы все одинаковы. Мы на самом деле не разные, мы просто выглядим и звучим по-другому, по-разному. И если мы сможем понять это, мы сможем превзойти эту концепцию идентичности. Мы сможем начать любить друг друга и перестать делить людей на определенные группы и сообщества и называть их определенными названиями и так далее. В конце концов, мы едины. Мы жители Земли. Мы жители Земли. И на этом я заканчиваю. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам это было интересно. И увидимся в моем следующем видео. До свидания.